Добрый день, друзья! Сегодня ответы на ваши вопросы. И вот очень интересный вопрос. Светлана Свет. Скажите, пожалуйста, как узнать, что у орхидеи проблемы с иммунитетом? Как и когда укреплять иммунитет орхидей? В какой сезон года лучше это делать? И это касается реанимашек. Какими лучше средствами укреплять иммунитет орхидеи? Но то, что касается реанимашек, их вообще нужно оставить в покое, если вы их обработали Максимом. Какое укрепление иммунитета? Максим действует на орхидеи 2-3 месяца. И в это время нельзя никакими, ни стимуляторами, ничем обрабатывать больше орхидей. Это даже производитель Максима пишет, что даже удобрять нельзя. А уж какие там стимуляторы. И давайте с вами подумаем, что такое иммунитет орхидеи. Иммунитет может быть врожденный. Давайте перейдем, наверное, даже не на цветы, а на себя. Вот свой-то иммунитет вы укрепляете каким-то образом. Он у вас врожденный хороший иммунитет. Вы ведете здоровый образ жизни для того, чтобы ваш иммунитет поддерживать в норме. Вы стараетесь придерживаться здорового питания, потому что это тоже важный иммунитет для вашего иммунитета. Вы всю ночь напролет где-то не гуляете, у вас здоровый сон. Вы регулярно бываете на улице, чтобы дышать свежим воздухом. Вот все это применяется к орхидее. Если у вас орхидея получает достаточное количество азота, фосфора, калия и микроэлементов, она у вас просто будет здорова, и вам не нужно укреплять ее иммунитет, потому что вот из этих всех составляющих она получает здоровое питание. Я стараюсь свои орхидеи никакими стимуляторами, никакими эпинами, цирконами, гормонами. В эпине находится гормон. Это уже нездоровый образ жизни. Но вы-то можете, например, или хотите использовать, применять к себе гормоны для того, чтобы укрепить иммунитет. Вы сначала пойдете к врачу и спросите, а можно ли мне, или еще сдадите анализы в лучшем случае, а можно ли мне вот этот гормон попить для того, чтобы укрепить иммунитет. Так и здесь. Абсолютно то же самое. Ну, не 100% то же самое растения. Конечно, они другие. Я утрирую в этом случае. Но с здоровым питанием, с нормальным поливом, с хорошим содержанием освещения, температура. Я никогда не говорю о влажности, заметьте. Никогда не сказала, что нужно поддерживать высокую влажность в помещении или не поддерживать. У меня зимой 25%, летом как получится, окна открыты. И дождь бывает. Зимой у нас и дождя, и снега не бывает. Вот все эти факторы и будут способствовать укреплению иммунитета у вашей орхидеи. А реанимашка, вот когда вы ее выведете из реанимации, вот тогда начнете ее удобрять, и орхидея сама из всех этих элементов, о которых я сказала, она сама укрепит свой иммунитет, она сама станет здоровой, цветущей. Самое важное, что вот из этих микроэлементов и макроэлементов орхидея сама синтезирует аминокислоты и перераспределяет их внутри себя в тот момент, когда они ей действительно нужны, а не когда вы хотите помимо желания орхидеи, плохое слово, но в нее впихнуть эти аминокислоты. Вот так. С иммунитетом-то. Наталья Харченко. Мои орхидеи стоят на подоконнике. И она понимает, что летом можно включить вентилятор, чтобы было движение воздуха. Включить сплит-систему, тоже есть какое-то движение воздуха. А как поступать зимой, потому что орхидеи стоят на подоконнике? Ну, Наталья, сложно объяснить.
Да, конечно, нельзя открывать, если у вас минус 20, то, конечно, нельзя открывать окна. Но поэтому я и ушла от этих подоконников. У нас не бывает минус 20, это очень редкое явление. Но даже минус 5 и открыть окно, орхидеи, ну, я не могу сказать, что простынут, но они замерзнут, им холодно будет. Поэтому с подоконников, почти со всех, на одном подоконнике стоит 5 орхидей. Я убрала орхидеи, поставила их в глубину комнаты. Я понимаю, что так получится не у всех. И даже сейчас включаю вентилятор, потому что вот позади меня на стеллаже стоят орхидеи. Даже если я открою окно, воздух, движение воздуха здесь не будет. Поэтому вентилятор у меня здесь направлен. Если орхидеи на стенке рядом с окном, в другой комнате у меня можно открыть окно, проветрить, и орхидеи там не замерзнут. Но вы же как-то все равно должны открывать окно. Вы же тоже не можете всю зиму просидеть и не проветривать помещение. Но единственный вариант, наверное, не единственный, можно придумать какой-то еще и другой, но во время проветривания убирайте орхидеи, поставьте их на стол, проветрите помещение, потом поставьте опять на подоконник. Но по-другому никак. Или включайте опять же вентилятор. Включайте, ну почему нет? Да, для чего мы делаем это проветривание или движение воздуха? Для того, чтобы не завелся грибок ботридис. Он очень любит размножаться и жить именно в непроветриваемом помещении без движения воздуха. Как-то выходить из этой ситуации нужно обязательно и приток свежего воздуха и вам, и орхидеям. Я за здоровый образ жизни, поэтому я и убрала орхидеи с подоконника для того, чтобы проветривать помещение. Мне очень жарко зимой. Я очень люблю, когда у меня открыто ночью окно. Еще один вопрос от Елены Прекрасной. Она отделила детку, малышку. Теперь она стоит и явно мучается. Корешки закуклила, тургор потеряла. И вообще, есть ли смысл отделять детку и разделять ее с мамой? Но когда эта детка на цветоносе, ее в какой-то период времени придется отделить от мамы. И вот наша детка, которую мы отделили года 1,5 назад, да, они мучаются. Закукливают, раскукливают корни, наращивают мало листиков. Она без гормонов. Она делает так, как она делает в природе. Детка растет очень долго. Она только через 3, а то и больше лет, ну до 5 лет, она может зацвести. Поэтому она приспосабливается сейчас. Корешки закуклила. Ну, у меня тоже вот эта детка, у нее есть и закукленные корешки, и растущие корешки. Медленно, очень медленно растет. Листики она здесь свои маленькие, которые были на маме, она сбросила. Поливаю сейчас ее с удобрением. Долго растет детка, да, действительно. Что делать? Но сейчас вам принесу, покажу, где 2 детки растут вместе с мамой, и я их не собираюсь отделять. И они опять выпустили цветоносы. А вот 2 детки, которые растут вместе с мамой. Это у нас... Сейчас. Эсме. Даже не буду доставать. И эти детки прикорневые. Вот 2 детки. Вот одна детка, вот внизу 2 детка. А вот здесь сзади мама. И видно цветонос. Вот одна из 2 деток, один у нее цветонос. И вот здесь как бы вам так показать. А вот 2 цветонос. Мама до сих пор кормит этих деток. И отделять я эту маму сейчас не хочу. Мама не растет. Мама занята только детьми. Она им дает питание
Детки нарастили множество корней. Я хочу просто пересадить в больший горшок, но маму оставить. Маму нужно отделять в тот момент, когда она отдаст все силы своим двум деткам. Тогда их можно рассадить, они немножко поболеют, приспособятся, а можно оставить на стволике, где они росли, можно их так вместе посадить и с мамин стволик оставить. Вот не хочется мне. Хорошо они растут. Цветут, растут. И весной цвели, и сейчас уже выпустили. Ну, вот одна из деток выпустили цветоносы. А детка, которая была на цветоносе, вот как происходит это в природе? На материнском растении на цветоносе появилась детка. И никто эти детки в природе не отделяет, не отрезает от мамы. И мама эту детку кормит, холит и лелеет до последнего. И когда начинает засыхать мамин цветонос, вот он растет, засыхает, усыхает, наклоняется, и детка попадает в какое-то благоприятное или неблагоприятное для нее место рядом с мамой и начинает тогда свою жизнь. Но вот у этой детки, которую я отделяла, у нее были огромные корни. И ждать, кстати, можно было бы сделать, поставить рядом горшочек и эту детку начинать укоренять в рядом стоящем горшочке. Дождаться того момента, когда начинает цветонос опускаться. Да даже и цветонос можно было немножко там притянуть, как-то опустить его, горшок поставить повыше. И вместе с мамой начать ее укоренять. Это было бы лучше. Вот эти интересные эксперименты, которые можно делать с цветоносами, можно делать. Некоторые, я видела, ну, в интернете же много показывают в Ютубе, надевают маленький пластиковый стаканчик, туда кладут мох, начинают укоренять эти корешки. Можно делать и так. То есть можно придумать массу способов, как, не отделяя орхидею от мамы, постараться нарастить ее большую. Но это вот то, что касается деток на цветоносов. А прикорневые детки с мамами растут великолепно. И я до последнего, вот видели же, я недавно отделяла детку от... Сейчас вспомню. Golden Beauty, по-моему. Вот позади меня стоит детка. Вот она. Она прекрасно начала расти. Сейчас даже сниму поближе, вам покажу. Вот эта детка, которую мы разделяли вместе с мамой. Там было две детки, вторая тоже хорошо растет. Вот представляете, я дорастила ее до того состояния, когда она стала взрослым растением. Начал расти листик. Здесь продолжили прекрасно расти корни. Вот этот первый листик она сейчас очень медленно, но отсушивает. И это ей для чего-то надо. Поэтому прикорневые детки растут и чувствуют себя великолепно, даже отделенные от мамы. Вот этой детке 1,5 года. О, Ирина Скворцова просит показать Арксрей. Сейчас я попрошу мужа снять этот Арксрей. Мишин вон на той полке стоит рядом с Хоей. У меня в этой комнате есть еще одна полочка. Просто я туда сейчас не дойду. Вот Арксрей. Растет очень медленно. Очень медленно. Первые листья, выросшие после реанимации, вот один лист, вот второй лист. Что он пока делает? Он выращивает 2 листа, засушивает 2 листа. Растит корни, да, ну не все здесь видны, не все в горшке. Растит корни, растит листики, но очень медленно. То есть, что мы сделали с Арксреем? Мы его привели, ну вернее он сам себя привел, потому что корни были все гнилые.
он себя привел в состояние маленького растения, приблизительно 2,5, как мы получаем в посылках, если кто-то выписывает, знает, что 2,5, но даже он меньше был 2,5, ну, там не 1,7, конечно, но ему расти теперь года 3, пока он превратится в большое, хорошее, взрослое растение и зацветет. Вот эти листики он сушит по полгода. Вот он перераспределяет, что-то там сам в себе думает. Стоял он у меня на балконе, поэтому позеленел горшок, корней много. Он то их раскукливает, то закукливает, но растет. Очень-очень медленно, но растет. Ну, тут нужно терпение, конечно, стимулировать я сейчас его опять же ничем не буду. Пусть растет так, как ему нравится. Он не умирает, но и пальма еще не вырос. На сегодня это все вопросы. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.